18 января 1959 года самолет Ил-14 предприятия «Аэрофлот» выполнял пассажирский рейс 205 из Москвы в Баку с промежуточными посадками в Воронеже и Сталинграде. На борту самолета находились 20 пассажиров и 5 членов экипажа. В 23 часа 30 минут 17 января экипаж 107-го летного отряда вылетел из аэропорта Внуково и через 1,5 часа в час ночи 18 января совершил посадку в аэропорту Воронежа. Здесь стоянка заняла 45 минут, после чего с 5 членами экипажа и 20 пассажирами на борту самолет произвел взлет и продолжил полет до Сталинграда. Во время полета в 2 часа 7 минут экипаж получил прогноз погоды в аэропорту Гумрак, согласно которому над аэродромом стояла сплошная слоисто-дождевая и разорвано-дождевая облачность с нижней границей 250 метров. Шел снег, а видимость составляла 2 километра. В 2 часа 25 минут борт вышел в зону Сталинградского диспетчерского центра, находясь при этом над облаками. В 3 часа 7 минут с самолета доложили о входе в воздушную зону аэропорта на высоте 2400 метров между слоями облаков, после чего запросили разрешение на подход и условия посадки. В ответ диспетчер дал разрешение выполнять подход на высоте 1200 метров и дал условия посадки. Аэропорт Гумрак имел систему посадки ОСП, только с восточной стороны на посадочном курсе 243 градуса. Однако в тот день дул северо-восточный ветер, который для посадочного курса 243 градуса являлся попутным, из-за чего посадка с восточной стороны становилась невозможной. В таких условиях экипаж должен был, следуя по прямоугольному маршруту и пробив облачность, снизиться до высоты 150 метров с выходом на курс 243 градуса, после чего, выполнив 4-й разворот и пройдя ДПРМ с БПРМ, выполнить визуальный заход на посадку на полосу 24 левым кругом. Когда экипаж доложил о занятии высоты 1200 метров, то диспетчер дал разрешение занимать высоту 900 метров, на что с самолета доложили: полосу наблюдаю визуально. Вскоре было дано разрешение на занятие высоты 400 метров, выполнение которого экипаж также подтвердил. На запрос диспетчера о наблюдении торца полосы был дан отрицательный ответ. Далее с борта было доложено о прохождении ДПРМ на высоте 400 метров по курсу 153 градуса и следование ко второму развороту. Также последовательно экипаж докладывал о прохождении 2-го, 3-го и 4-го разворота на высоте 400 метров. После получения доклада о выполнении 4-го разворота руководитель полетов запросил о возможности визуального полета, на что был дан утвердительный ответ. Но после этого связь с самолетом пропала. О прохождении ДПРМ также не было доложено. В 3 часа 33 минуты летящий по курсу 315 градусов с правым креном 20 градусов и тангажом 12 градусов Ил-14 на скорости 300 км в час врезался в заснеженное поле в 4025 метрах от ДПРМ и примерно в 5 километрах от торца полосы 24. Первой в землю врезалась правая плоскость, которая от удара разрушилась, после чего авиалайнер перевернулся, при этом оторвало хвостовую часть. Обломки разбросало на протяжении 350 метров, пожара при этом не возникло. Однако все 25 человек на борту самолета погибли. Расследованием причин катастрофы рейса 205 занялись следователи Главного управления Гражданского воздушного флота СССР. Уже с самого начала был отмечен странный характер катастрофы. Выполняя визуальный полет, самолет между 4-м разворотом и ДПРМ начал сильно уклоняться вправо, словно экипаж им не управлял. В это время стояла сплошная слоисто-дождевая и разорвано-дождевая облачность высотой 163 метра, дымка, а видимость достигала 4 километров. То есть погодные условия при имеющейся подготовке экипажа не могли привести к катастрофе. Также было установлено, что на самолет было продано 19 билетов, но на борту находился один безбилетный пассажир. Помимо этого, одной из пассажирок, которая следовала из Москвы в Баку,
в аэропорт Сталинграда была отправлена телеграмма с подозрительным текстом. В Москве все здоровы, считают целесообразным вернуться поездом. На основании этого рассматривалась версия о нападении на экипаж. Однако, найденный на месте катастрофы пистолет командира был обнаружен с полным боекомплектом. Изучение обломков при этом показало, что двигатели в момент удара о землю работали, а самолет был управляем. Когда было начато изучение тел членов экипажа, то на левом бедре командира была найдена круглая рана глубиной 5 сантиметров, имеющая ожог по краям. Судмедэкспертиза поначалу сделала вывод, что рана появилась в результате поражения электрическим током, хотя и не смогла определить, была рана нанесена до смерти или после. Однако, более тщательный осмотр обломков авиалайнера позволил обнаружить 5 круглых пробоин диаметром 10 и 35 мм, которые располагались в обшивке и перегородке пилотской кабины, а также в левом щитке центрального пульта управления двигателем. Комиссией было отмечено, что примерно с 3 до 5 часов утра в районе поселка Гумрак, что находился вблизи места катастрофы, одна из воинских частей проводила стрельбы. Помимо этого, в течение последующих 3 месяцев от командиров экипажей различных самолетов поступало около десятка рапортов, что при выполнении захода на посадку с западной стороны на участке от 4-го разворота до ДПРМ, когда самолеты пролетали над военным полигоном, то в опасной близости от них наблюдались трассирующие очереди и разрывы боеприпасов. Тогда, в апреле, была проведена эксгумация тела командира экипажа. При повторном осмотре в левом бедре в районе зоны ожога были найдены мелкие металлические осколки, а также цилиндрическая металлическая деталь размером 11 на 5 мм. Таким образом, вывод, что рана была получена из-за поражения электрическим током, оказалась отвергнута. Комиссия приняла решение провести экспертизу, которая бы доказала, что обнаруженные в теле командира металлические объекты оказались пулей, которая была выпущена из огнестрельного оружия. На основании этих данных можно было ходатайствовать перед Министерством обороны, чтобы военный полигон в районе прямоугольного маршрута захода на посадку с курсом 243 градуса был закрыт, так как на нем регулярно и днем и ночью проводили стрельбы из пулеметно-винтовочного и артиллерийского оружия, в результате которых создавалась явная угроза целостности пролетающих над полигоном самолетов. Однако никакого окончательного вывода комиссия так и не сделала, тем самым официально не установив причины катастрофы. Смотрите также. 18 марта 1997 года авиалайнер Ан-24РВ авиакомпании «Ставропольская акционерная авиакомпания» выполнял международный пассажирский рейс по маршруту Ставрополь-Трабзон, но через 32 минуты после взлета, во время крейсерского полета на высоте 6000 метров, внезапно разрушился и рухнул в лес в районе Черкесска.